Глава 396. Вечный лес. Когда племя медведей, племя волков, орки, огры и другие союзники из Олдмана бросились на поле битвы, битва здесь уже была закончена. Все местные жители были шокированы. Величественная гора, покрытая густым лесом, к этому моменту уже была взорвана. Все деревья испарились, и центр взрыва высвобождал высокую температуру, превращая камни в магму и образуя паутину на земле. Несколько десятков миль были покрыты пылью и углем, что сделало землю полностью черной. Воздух был уже близко к закипанию. Эта опустошенная сцена, какая ее часть выглядела как лес, это было просто похоже на извержение апокалипсического вулкана. Из 80 тысяч мародеров практически ни один не уцелел. Большинство их трупов даже не удалось найти. Несколько варваров соединили две половинки тела лидера мародеров и повязали его высоко на флаге города Олдмана. В настоящее время они демонстрировали это перед местными жителями. Этот позорный лесной грабитель был теперь полностью обезображен огнем. Его глаза округлились, а лицо было наполнено выражением паники, не решаясь поверить, что это было реальностью даже в момент его смерти. Мародеры осмеливались грабить даже транспортные группы лесных гигантов. Мародеров никогда не были пойманы ранее, даже когда их преследовали великие силы леса. Эта находчивая и хитрая бандитская группа была, наконец, уничтожена в руках маленького города. Большинство мародеров даже не знали, что произошло, прежде чем они были уничтожены. Даже удачливые выжившие были безжалостно вырезаны комитетом чудотворной торговли. Никакой пощады не было показано вообще. Сопротивление не могло быть совершено. Это было так чисто и так жестоко. Чутянь привел своих людей перед местными жителями. Вы действительно пришли вовремя. Мы уже завершили битву, поэтому мы оставим вопрос о тушении огня для всех вас. Все местные жители были обеспокоены и напуганы. Самым страшным было не истребление самих мародеров, а то, что они вообще не знали, какой метод использовал комитет чудотворной торговли. Как они могли так быстро найти временную крепость мародеров, и как они могли начать эту ужасно мощную атаку из воздуха, эта разрушительная сила может мгновенно сравнять гору с землей, даже верховный эксперт царства истинного духа не смог бы этого сделать. Таким образом, местные жители не могли даже представить себе методы комитета чудотворной торговли. Они могли только чувствовать, что им повезло, и они не спровоцировали другую сторону, иначе их племена были бы уничтожены. Все местные жители были полны страха, не смея смотреть вперед и только искренне соглашаясь на любые условия. Чутянь посмотрел на этих парней и понял, что они уже подчинились могуществу комитета чудотворной торговли. Если бы комитет чудотворной торговли хотел, чтобы они что-то сделали, разве они осмелились бы этого не сделать? Хорошо, мы оставим работу по очистке для всех вас. Вы также можете посмотреть, есть ли какие-нибудь трофеи. Чутянь уничтожил эту крупномасштабную бандитскую организацию, но вел себя так, словно только что уничтожил муравейник. Как будто он сделал что-то, о чем даже не стоит упоминать. Мы закончили на сегодня. Да. Союзная армия маленького города начала уходить. Это только оставило местных жителей с удивлением. На что вы смотрите в оцепенении? Почему вы еще не начали очищать поле битвы? Кто-то из местных жителей закричал, и они все словно проснулись ото сна, медленно возвращаясь к своим чувствам. Возможно, они уже вызвали недовольство Чутяня, и если они будут медленно очищать поле битвы, вызывав гнев комитета чудотворной торговли, что они будут делать, если те нападут на их племена, комитет чудотворной торговли легко смог найти мародеров. А значит, они могли легко найти и их. Комитет чудотворной торговли смог легко уничтожить мародеров. Поэтому они могут легко уничтожить и их. В сознании этих местных жителей комитет чудотворной торговли больше не был простой внешней силой, скорее, они были сверхдержавой, которую можно было разместить на одном уровне с гигантами в лесу хаоса. На самом деле эти местные жители их переоценивали. Более 1000 бомб, использованных небесным наказанием, уже были всем запасом бомб, хранящихся в комитете чудотворной торговли. Эти более 1000 бомб создавались комитетом чудотворной торговли в течение месяца, поэтому они не могли временно запустить еще одну подобную атаку. Но это не имело значения. Только этого было достаточно. Неважно, кто мог испытать мощь небесного наказания, они не посмеют пойти против комитета чудотворной торговли. Даже гигантские державы в лесу должны были рассмотреть последствия. Союзная армия в основном не понесла потерь. Это было великолепное и шокирующее представление. Когда жители Олдмана увидели их триумфальное возвращение, они были полны уверенности. Мародеры были просто группой клоунов, кучкой глупых мотыльков, слетевшихся на пламя. Некоторые люди уже могли видеть рост нового лесного города. В будущем население определенно увеличится. Времена, связанные с кланом пауков, доказали способности комитета чудотворной торговли. На этот раз убийство мародеров распространит имя комитета чудотворной торговли по лесу, и многие местные жители скоро придут за убежищем.
Мэн Цин начала свои планы по созданию убежищ в каньоне. В это время духовное давление маленького города усилилось, когда воздух наполнила небесная аура. Чэнь Бинву вышла из своего совершенствования за закрытыми дверями, и она плавно прорвалась в царство истинного духа. Чэнь Бинву стала первым культиватором истинного духа в Комитете чудотворной торговли. Через несколько дней Дунфан Харан также пробился и достиг царства истинного духа. Комитет чудотворной торговли за 2 коротких промежутка времени приобрел 2 экспертов царства истинного духа, мгновенно восполнив их недостаток боевой силы. Это можно считать двойным счастьем. Чутянь готовился устроить праздничный пир. Они будут отмечать прорыв и прогресс Комитета чудотворной торговли. Уничтожение мародеров вызвало небольшие колебания в лесу. Некоторые крупные державы в центре леса начали бояться Комитета чудотворной торговли. Хотя мародеры были публичными врагами большинства держав в лесу, эта борьба Комитета чудотворной торговли вызвала недовольство многих людей. Легендарная скрытая долина в лесу хаоса, Рефариус на эльфийском языке означало солнце и вечность, поэтому люди называли его Вечной долиной. Легенды гласят, что эльфийский город, созданный в этой Вечной долине, назывался Вечным городом. Среди многослойного густого горного леса и природных источников была дорожка из белого камня, покрытая флуоресцентным мхом. Это был единственный вход через древний барьер, поэтому, если бы кто-нибудь знал способ открытия барьера, они могли войти в Вечную долину. Вечный лес в Вечной долине, как всегда, был наполнен жизненной силой и мощной древней мощью. Теплый и ослепительный свет солнца залил весь Вечный лес. Более 1 миллиона эльфов жили в этом лесу, и он был покрыт эльфийскими и каменными домами. Прекрасные голоса эльфов доносились со всех концов Вечного леса. Дворец эльфийского короля был над водопадом, высеченным из чистого белого нефрита. Каждая деталь была наполнена невообразимым художественным и культурным наследием. Без сомнения, это был Вечный лес. Столица лесных эльфов в лесу хаоса, у эльфов была долгая жизнь, и когда они купались под мощной энергией солнечных лучей, они не страдали от каких-либо болезней и приобретали бы великую силу, позволяющую им прожить долгую жизнь. Совет эльфов. Несколько десятков эльфийских старейшин прибыли. Седовласый старый эльф сидел на позиции спикера. В течение нескольких десятилетий многие страны и расы были уничтожены, и они были уничтожены их радикальной погоней за силой, прогрессом и развитием. Сила заставляет людей сходить с ума, прогресс делает людей потерянными, а развитие вызывает войну. Это корень всех бедствий. Итак, мой клан следовал одному и тому же принципу на протяжении десятков тысяч лет, абстрагировался, сохраняя нашу великую цивилизацию. Эльфы не проявляют инициативу, чтобы конкурировать, и того, что у нас есть сейчас, достаточно для развития нашего клана. Эльфийский спикер Агаста произнес свою речь медленным и мелодичным голосом. Было неизвестно, сколько раз эльфийский спикер повторял свои собственные взгляды и мнения. Другие эльфы слушали, полностью поглощенные, кивая вместе с ним. Эльфы были благородной, праведной, консервативной и традиционной расой. Они верили, что они самая сильная раса на континенте. Как можно сравнить этих жестоких духовных зверей и людей из низшего сословия с благородными эльфами? Бесчисленные времена в истории говорили эльфам, что боевые действия приводили к разрушениям, поэтому эльфы не начали войну самостоятельно. Эльфы будут придерживаться своих традиций, передающихся в течение нескольких десятков тысяч лет, оставаясь в стороне от мира. Только сделав это, они могли убедиться, что они не были повреждены хаотичным континентом, заполненным убийствами. Эльфийский король стоял рядом с Агастом. Эльфийский король был похож на человека, которому было около 40 лет. У него была такая же красивая нефритовая кожа, как у любого эльфийского представителя, но его лицо было более скульптурным, как будто оно было вырезано самым выдающимся скульптором на континенте. Каждый дюйм его кожи был похож на нефрит, и каждая пора, казалось, была наполнена сущностью. Он был прекрасен с головы до пят, как естественное произведение искусства. Он знал, что Агаста косвенно оскорблял его. Недавно эльфийский король проигнорировал совет эльфов в вопросе захвата города, вызвав большое неодобрение совета. Эльфы были благородной и грациозной расой. Как они могли захватывать города, эльфы были консервативной и мирной расой. Как они могли напасть на других, этот вопрос не был пройден через совет эльфов, и действия эльфийского короля нанесли серьезный ущерб эльфийским традициям. Что касается того, как обращаться с недавно захваченным городом, у эльфов было совсем другое мнение. Согласно эльфийским правилам, если что-то не так, то им нужно будет многократно обсуждать это. Самое короткое время будет 1-2 года, а самое длинное — 10-20 лет. Наконец, если в ходе обсуждения не было других мнений, этот вопрос, наконец, будет считаться решенным. После такого долгого времени. Если бы этот город не стал бесплодным, он был бы захвачен кем-то другим. Эльфийский король чувствовал себя очень беспомощным.
Он даже убедился, что этот город будет иметь стратегическое значение для эльфов. Это не только укрепит статус эльфов в лесу хаоса, но и обеспечит им прямой канал связи с внешним миром. Эльфы были слишком недальновидными, когда правила стали оковами, они все еще гордились собой. К сожалению, эльфийский король был беспомощным, ведь король был только королем. Эльфийский король не имел абсолютной власти. Недавно произошел еще один вопрос, сказал негодующий спикер. Тот человек, которого вы все отпустили, заставил людей вызвать большой переполох в лесу. Чтобы уничтожить группу бандитов, он сжег несколько десятков миль леса. Что? Это слишком ненавистно. Растения и деревья живы и невинны, как он мог уничтожить природу, просто чтобы убить группу бандитов? Это действительно подло и неэтично. Эльфы вступили в дискуссию, будучи очень недовольны методом Чутеня. Глава 397. Дар эльфийского короля. Все члены Совета эльфов были избраны. Нужно соответствовать ряду требований, по которым нужно голосовать, например, нужно быть старше 500 лет, иметь совершенствование выше 3-го уровня Царства Истинного Духа, иметь великий нравственный характер, подчиняться древним правилам, быть комбинацией таланта и добродетели. Из-за этой избирательной системы Совет эльфов был наполнен упрямыми стариками, которые являются консерваторами. Эльфы, которые превзошли Царство Истинного Духа, могут прожить до 1000 лет. Нынешний спикер был уже в возрасте 1000 лет, и с его силой он мог прожить еще 300-400 лет. Жизнеспособность эльфов была слишком сильной. Это вызвало очень медленный метаболизм у нового поколения. Новое поколение эльфов всегда будет под влиянием старшего поколения, и Совет эльфов очень медленно меняется от старого к новому. С этими стариками, даже если бы появились новые люди с новыми мыслями, они также превратились бы в упрямых стариков, проведя с этими ворчунами в течение примерно 200 лет. Этикет эльфов, вера эльфам, мораль эльфов — все это было словно кандалами. Они сковали эльфов почти на 10 тысяч лет. 10 тысяч лет были недолгим сроком для эльфийской культуры. Это было не более 10 поколений лидеров. Однако для духовных зверей и людей этого было достаточно, чтобы изменить их мир раса, которая раньше господствовала над расами всего континента. Сейчас оказалась в таком состоянии. Даже в лесу хаоса влияние эльфов также уменьшалось. Эльфы были сосредоточены не на том, как оживить свою расу, а на том, как сохранить свой имидж, как защитить благородную внешность эльфов и как отделить благородных эльфов от других рас континента. Как все знали, в глазах людей эльфы были странной расой. Даже агрессивные духовные звери уже презрительно смотрели на эльфов свысока. «Этот человек Чутянь такой жестокий», — справедливо крикнул член Совета. За одну победу он фактически уничтожил лес, который рос сотни лет, не заботясь о жизни животных, живущих внутри. Этот вид эгоистичного поведения будет вредить эльфам. Правильно. Другой член Совета встал. Все существа живые, и сильные не могут игнорировать жизни других по своему желанию. Такой грубый метод просто развращает лес, это богохульство для леса и природы. Если бы здесь были люди, они наверняка рассмеялись бы от этой эльфийской дискуссии. Чтобы защитить небольшой кусочек леса, нужно было отказаться от победы, только эльфы будут делать что-то подобное. Для людей это было большой глупостью. Член Совета внезапно указал на старейшину, сидящего рядом со спикером. «Вице-спикер Улис, у вас была возможность казнить этого человека, но вы позволили ему вернуться из племени Древа Жизни. Итак, за все, что произошло, вы несете частичную ответственность». Улис нахмурился. «Я уже исследовал этот вопрос и передал информацию об этом всем. Дело Чутеня является несерьезным, не было никакого злого намерения похитить эльфа вообще. Чутянь, человек со способностями, редко появляющийся раз в 10 тысяч лет, и если эльфы неправильно с этим справятся, возможно, мы будем прокляты на 10 тысяч лет. Не упоминайте о деле Чутеня». Другой член Совета сказал: «Вивиан является самым серьезным нарушителем эльфийских правил за 100 лет, но вы не только не наказали ее, но даже отпустили. Делать подобные вещи и не подвергаться наказанию, как это соответствует эльфийским законам. Это окажет неблагоприятное влияние на молодых эльфов, вы когда-нибудь задумывались об этом?» Да. Вице-спикер решил этот вопрос неправильно. Что бы ни случилось с человеком, Вивиан нарушила правила клана. Улис был немного недоволен. Вивиан освоила пространственную технологию, которая является технологией, что может изменить жизнь эльфов. Я позволил ей вернуться с Чутянем для дальнейшего обучения, чтобы она могла внести свой вклад в эльфийскую расу. Жизнь эльфов сейчас хороша, в переменах нет необходимости. Чему эльфы могут научиться у первобытных людей? Это просто оскорбление благородных эльфов. В то время как большинство эльфов кричали, некоторые из них не говорили ни слова. Это были эльфийские реформисты.
только было слишком много старомодных членов, и согласно эльфийским традициям и правилам, не будет никаких результатов в течение нескольких дней, как только они начнут спорить. Эльфийский король немного встревожился на своем месте. Мы закончим сегодняшнее обсуждение здесь. Мы обсудим этот вопрос позже. Спикер не возражал. У эльфов была привычка растягивать процесс, ведь их жизнь была слишком долгой. Вопрос, который может быть решен за один день, может решаться 10 дней. После того, как эльфийский король распустил совет, он вышел в коридор один. Коридоры дворца эльфийского короля были встроены в скалу, поэтому по склону падал нефритовый белый водопад. С этого места открывался вид на весь вечный лес. Солнце испускало яркие лучи света. Каждый дюйм вечного леса был покрыт этой величественной и торжественной мощью. Оранжево-красный сумеречный солнечный свет окутывал лес, наполненный жизненной силой, когда эльфы пели и рисовали. Эта мирная и отчужденная атмосфера могла заставить цепенеть даже самого амбициозного человека. На скульптурном лице эльфийского короля была слабая беспомощность. Для нынешней ситуации эльфов у него была идея, но он был беспомощен. Эльфы на континенте находились в состоянии разобщенности, и все эльфы были самодовольны, погрузившись в мирную жизнь. Разве могло пламя войны в лесу, наконец, разбудить их? Возможно, было уже слишком поздно. Улис прибыл рядом с эльфийским королем. Из Зеленого города пришли новости, в окрестностях зверствует чума и идет восстание иностранных рас, в результате чего город в полном хаосе. Боюсь, ситуация очень плохая. Если мы не отправим солдат в ближайшее время, мы потеряем этот недавно захваченный город. Отправить войска. Эльфийский король покачал головой. Как ты думаешь, совет согласится? Улис показал ошеломленное выражение. Мы потратили столько сил и, наконец, захватили город, и мы должны отказаться от него просто так? У нас нет другого выбора, кроме как отказаться от него. Эльфийский король сказал это, прежде чем искра появилась в его голове. Когда появилась искра, это было так, будто она упала в масло и сразу же создала огонь, заставив мысль полностью овладеть им. Отказ от него не значит выбросить его можно использовать для чего-то другого. Улис был немного удивлен. О чем вы говорите? Эльфийский король повернулся к Улису. Мне очень интересен этот человеческий юноша по имени Чутянь. Они хорошо справились с управлением этим маленьким городком, но маленький город — всего лишь маленький город, не говоря уже о том, что он находится на краю леса. Они действительно ничего не смогут достичь в такой среде. Улис уже мог догадаться о мысли эльфийского короля. Ваш смысл? Мы не можем использовать эльфийскую армию, но мы можем найти друга, на которого можно положиться, чтобы помочь. Я думаю, что Чутяню сейчас больше всего нужен город, и только имея город в лесу, он сможет проявить свой полный потенциал. Я дам ему город, вместо того, чтобы позволить ему попасть в чужие руки, мы сможем выручить друга. Сила Чутяня слишком слаба. Значение этого города не является обычным, он действительно сможет контролировать его. Есть риски, но мы можем только тайно помочь им контролировать это. Эльфийский король сказал это прежде, чем продолжить. Но не забывайте, что люди — это раса, которая любит рисковать, пока есть достаточно выгод. Они знают, что это опасно, но они не будут колебаться. Это самая большая разница между людьми и эльфами. Улис чувствовал себя беспомощным и подавленным. Это действительно было так. Эльфийский король махнул рукой и сказал: «Ступай, этот город будет под именем Вечного леса, и он будет законным городским лордом. Что касается того, сможет ли он управлять городом или нет, это будет зависеть от его собственных навыков». Да. Улис покинул Вечный лес. Когда после целого дня он прибыл в город Олдман на своем ястребе-драконе, и в настоящее время Олдман имеет большой пир и празднует свой успех. Разные расы и разные силы дружески болтали за вином в маленьком городке. Улис вошел в подземный город. Хотя Олдман не был большим, он был освещен, как днем. Все здания были организованы, и каждая улица была похожа на кровеносный сосуд, а каждый торговец был кровью. Это позволило маленькому городку наполниться жизненной силой, которую нельзя было увидеть в эльфийских городах. В маленьком городке были театры и рестораны, каждый из которых был уникальным и имел большую популярность. Однако самым оживленным местом был рынок Олдман. Рынок Олдман был уже очень знаменит. Независимо от того, сколько материалов было в лесу, они будут востребованы, пока их доставят на рынок. Если местные жители хотели купить пилюли, талисманы или ежедневные запасы, неважно, сколько они хотят, маленький город сможет их обеспечить. Этот сильный спрос и предложение позволил рынку быть наполненным жизненной силой, так как многие мелкие торговцы вели здесь бизнес. Гоблины, кланы мышей и кланы кроликов — эти слабые расы были повсюду. Огры не грабили. Эти старцы понимали, что им нужны ресурсы для торговли в маленьком городке,
поэтому они продали свою большую силу в Олдмане. Они использовали исходные камни, чтобы заработать на любимые консервы или даже пообедать в ресторане. Город Олдман не имел никакой дискриминации. К каждой расе относились одинаково, и здесь было очень гармонично. Это процветание поддерживалось космическим складом. Если бы этой великой технологией управлял эльф, она могла бы использоваться эльфами. Старые враги Совета эльфов, скорее всего, смотрят на него с презрением, что заставляет Улисса чувствовать себя очень расстроенным и беспомощным. «Что ты сказал?» Чутянь был почти раздавлен этим пирогом, упавшим с неба. «Эльфийский король хочет подарить мне город». «Правильно», — сказал Улисс спокойным голосом. «Это большой город в глубине леса хаоса, место, где собрались несколько духовных вен. Он очень скрыт и является одним из главных центров леса хаоса, богатство которого за пределами вашего воображения. Если вы сможете контролировать этот город, у вас будет право говорить в этом лесу». Все люди Комитета чудотворной торговли были в полном шоке. Глава 398. Принятие решения. Чутянь прекрасно понимал, как тяжело было иметь город в лесу хаоса. Города-леса были построены на участках с высокой духовной энергией и транспортных центрах. Если бы не было достаточно ресурсов, город не имел бы никакой ценности, независимо от того, насколько роскошно он был построен, было бы трудно привлечь людей, чтобы поселиться там. Также у владельцев города должно было быть достаточно сил, потому что без достаточной силы, чтобы защитить город, кто посмел бы положиться на вас в этом месте, полном хаоса, каждый лесной городской лорд был пиковой силой, которая могла игнорировать принцип темного леса. Эти лесные города были стратегическими точками, пунктами сбора ресурсов и способом выживания для этих гигантов. Большинство жителей города были их собственными членами клана, например, эльфийские города, города духовных зверей, города гигантов или города морских рас. У этих рас было много людей, поэтому в их городах 80% или даже весь город был заполнен их людьми. Повелитель драконов был особенным. Драконы были редко расой, не имеющей большого населения, но гигантский дракон обладал шокирующим богатством и несравненной силой, что давало ему много последователей. Из-за этого он не проигрывал другим крупным державам. Но что было у Чутяня? Эта внешняя малая сила не имела основания в лесу хаоса, у него не было своей страны или клана, и не было такой силы, как у гигантского дракона. Иметь город для него было бесполезно. Это была не более чем горячая картошка. Это была просто бомба замедленного действия, которая могла взорвать его в любой момент. Неплохо, что эта война с мародерами уже показала силу Комитета чудотворной торговли, позволив Чутяню быть высоко оцененным большими державами. Взрыв, потрясший небеса в лесу, вызвал бдительность и страх многих гигантов, но это было не более того. Они не будут нападать на город Олдман, главным образом потому, что они не интересовались маленьким городом Олдман. Они должны были взвесить все за и против, прежде чем атаковать. Гигантам не нужен был город на краю леса, и они не будут терпеть убытки для их провокации. Но если бы Комитет чудотворной торговли насильно оккупировал город, ситуация была бы иной. Без влияния, основания или силы расы для них было невозможно иметь такой город. Но особенной частью этой ситуации было то, что Зеленый город все еще принадлежал Вечному лесу. Вечный лес был ядром эльфийской власти, имперской столицей эльфов. Эльфы живут в лесу хаоса более 10 тысяч лет, поэтому название Вечный лес было очень легко использовать. Кто бы не хотел напасть на город, это означало объявить войну Вечному лесу. В ситуации, когда можно избежать причинения вреда ни в чем не повинным людям, сильная держава в наибольшей степени позволит избежать военных конфликтов. Чутянь снимет с себя большое давление, и ему нужно будет только быть осторожным с уловками. Тем не менее, Чутянь также знал о проблемах, с которыми столкнулся эльфийский король. Положение Зеленого города было слишком особенным. Совет эльфов беспокоился, что если город окажется в их руках, миролюбивые эльфы, которые не любят сражаться, будут вовлечены в войну, которую они больше всего ненавидят. Таким образом, они поощряют эльфийского короля отказаться от этого города. Так что, если эльфийский король не хочет отпускать город, если совет не одобрит отправку войск, Вечный лес не сможет послать войска для его защиты. Город, который имел название, но не имел реальной силы, не продержался бы долго. Когда в Зеленом городе не будет сил Вечного леса в течение долгого времени, другие могут узнать, в каком положении находятся эльфы, поэтому захват города был лишь вопросом времени. Теперь эльфийский король был готов сделать ставку. Он подчеркнул бы, что Зеленый город находится под влиянием Вечного леса, позволяя тем людям, которые боятся вовлечь невинных, не двигаться. С другой стороны, он не будет лично контролировать город и даст этот шанс Чутяню и его дочери Вивиан. Это был шанс. Но он был очень опасен. Ситуация в Зеленом городе походила на ходьбу по тонкой проволоке, окруженной пропастью.
Когда они изучили карту, которую дал ему Лис, комитет чудотворной торговли пришел к выводу, что этот город не только неплохой, но даже слишком хороший. Его положение находилось в центре Леса Хаоса. Это место было полем битвы главных сил Леса Хаоса. Драконий хребет, Вечный лес, горный хребет Титана, дикая горная местность — все это были силы с символическим влиянием в Лесу Хаоса, любая из которых могла превратить комитет чудотворной торговли в пыль. Зеленый город был связующим звеном этих сил. Помимо этих гигантов, которые могли бы сравниться с сильнейшими королевствами, было еще много других сильных лесных держав. Нужно было знать, что для того, чтобы создать опору глубоко в Лесу Хаоса, нужно быть таким же сильным, как Большое Королевство. Лес Хаоса был одним из старейших лесов на континенте. Агрессивных и диких зверей было достаточно, чтобы создать разрушительную катастрофу. Были древние секретные барьеры и различные неизвестные зоны, которые были очень опасными. Эти вещи все должны быть рассмотрены, прежде чем решиться иметь с этим дело. За комитетом чудотворной торговли была только южная летняя страна. С нынешней силой комитета чудотворной торговли они могли наладить свои собственные дела, но не могли конкурировать с большими державами. Если бы они отправились в глубины Леса Хаоса и переоценили свои способности, то не имели бы хорошего конца. У них не было много времени на раздумье. Чутяню нужно было принять решение быстро. Этот выбор был немного сложным, и люди из комитета чудотворной торговли нахмурились от напряжения. Мэн Цин не одобряла риск, и никто не был уверен в текущем состоянии. Сила комитета чудотворной торговли была сильно переоценена. Небесное наказание, используемое для борьбы с мародерами, не может быть использовано снова. Что касается берсерков, даже если взять тех, что обучаются в Южном государстве, самое большее у них будет 20 тысяч человек, которых нельзя временно использовать. Армия Союза должна была защищать маленький город, и они не могли быть переназначены. У Чутяня не было армии, которую можно было использовать, и в этом опасном лесу было очень трудно защититься, как он мог управлять городом. Прежде чем он сможет встать, его проглотят, не оставив костей, расы Леса Хаоса были разделены, и их влияние было сложным. Самая безопасная стратегия состояла в том, чтобы управлять маленьким городом и медленно накапливать богатство и ресурсы. Они будут медленно контролировать больше местных племен и небольших городов, контролируя окрестности, прежде чем медленно просачиваться в лес. Они будут искать возможность управлять городом и стать коммерческим центром. Но думая об этом, если бы они упустили этот шанс с их текущей скоростью, они не смогли бы достичь глубины леса в течение 2-3 лет. Даже если в будущем настанет время, смогут ли они получить такой хороший город? Каждый город имел большое влияние, и если бы комитет чудотворной торговли хотел получить для себя город, они неизбежно пошли бы против одного из этих гигантов. Получить такой замечательный город бесплатно — это как пирог, падающий с неба. Что касается того, чтобы покинуть город и действовать чисто как торговая палата, исключено. Возможно, они могли бы сделать это в стране, но в таком месте, как Лес Хаоса, где сила означала все, у них должна была быть сила, чтобы поддерживать себя. Если бы у них не было власти, это было бы бесполезно, независимо от того, сколько у них было богатства и ресурсов. Я принимаю подарок эльфийского короля. Чутянь не особо задумывался, прежде чем принять карту. Я прошу эльфийского короля быть уверенным, что этот город никому не попадет в руки. Этот смиренный человек позаботится о том, чтобы город процветал. Улис был немного полон восхищения, услышав это. Хотя подарок был привлекательным, человек без достаточного мужества не посмел бы принять его. Улис думал, что Чутянь не посмеет принять его, и даже если он это сделает, ему понадобится несколько дней, чтобы взвесить все за и против. Он никогда не подумал бы, что Чутянь примет это так быстро, не задумываясь. Этот тип человека был или очень смелым, или безрассудным дураком, или комбинацией обоих. Хотя он и не знал, способен ли Чутянь удержать эту позицию, пока зеленый город никому не уступает, это было хорошо для эльфов. Что касается того, смогут ли они контролировать город или нет, это не имеет значения. Я, во имя Вечного Леса, назначаю вас городским лордом Зеленого города. Улис дал Чутяню знак эльфийского короля. У вас теперь полный контроль над Зеленым городом, и Вечный Лес отныне не будет вмешиваться в управление. Мэн и Вивиан показали радостные взгляды. Это было здорово, эти простые девушки не слишком много думали. Этот зеленый город был очень хорошим городом, хотя по бумаге он принадлежал Вечному Лесу, в Вечном городе не было эльфов, эти ворчливые старики не мешали бы. Комитет чудотворной торговли будет полностью контролировать этот город, разве не этого они хотели? Улис представлял эльфийского короля и Вечный Лес, чтобы одарить Чутяня титулом городского лорда, а Мэн Цин и Вивиан — заместителями городского лорда. Не было необходимости упоминать Чутяня и Мэн Цин, но Вивиан, будучи заместителем городского лорда, была назначена эльфийским королем. Вивиан была эльфийкой и дочерью эльфийского короля.
Если бы она стала заместителем городского лорда, это обеспечило бы городу дополнительный уровень защиты из-за ее статуса. Улис сказал Чутяню, Зеленый город контролировался большой державой, но он уменьшился за 100 лет. Зеленый город был завоеван эльфийским королем с помощью дипломатии, но предыдущие полномочия все еще очень серьезны, также есть много других сил, следящих за каждым движением города. Будет давление изнутри и снаружи. Кроме того, в последнее время были беспорядки, голод и чума. Ситуация очень сложная и не может быть легко предсказана. Не стоит раскрывать свою личность слишком рано, сначала понаблюдайте за ситуацией. Хотя они уже догадались, что ситуация в Зеленом городе не очень хорошая, они никогда не думали, что это будет так ужасно. Возможно, это будет большой проблемой, но Чутянь не боялся, у него не было времени и он не хотел развиваться медленно. С таким огромным шансом перед ним, не воспользоваться им, было бы просто не в его стиле. Ему просто нужно было найти правильный метод, в этом мире не было ничего невозможного. Глава 399. Поездка в Зеленый город. Улис встал и посмотрел на Чутяня и Вивиан. В его глазах мелькнул сложный взгляд. Эльфийский король уже позаботился об этом, поэтому я надеюсь, что все будет гладко. Ну, до свидания. Вивиан быстро спросила, вы не останетесь в маленьком городке еще на пару дней? Здесь много неожиданных и невероятных вещей. Возможно, они смогут достучаться до этих людей. Улис слегка покачал головой. Мы, эльфы, не являемся расой, которая легко принимает новые вещи, иначе все не развилось бы по сегодняшнему сценарию. У меня все еще есть дела в Вечном лесу, поэтому я не могу остаться. Улис в итоге ушел. Все чувствовали себя немного странно. Эти слова, исходящие из уст эльфа, в конце концов, заставят людей почувствовать себя странно. Чутянь открыл карту Улиса, оставленную на столе. Мэнин посмотрела на нее и не могла сдержать удивленный вздох. Вау, эта карта такая ясная. Правильно, это была полная и актуальная карта леса хаоса, только эльфы, которые были в лесу хаоса 10 тысяч лет, могли сделать что-то подобное. Каждый особый регион, каждый крайний регион, каждое озеро, каждая горная цепь, каждый город были четко отображены на карте. У эльфов не было никакой технологии копирования. Эта карта была написана от руки. Каждая линия и каждая деталь были идеально нарисованы, и чтобы сделать карту такой большой, определенно потребовалось много усилий. Эта карта может считаться изысканным произведением искусства, и ее стоимость определенно не низкая. Скопируйте его и сделайте несколько копий. Чутянь знал ценность этой карты, поэтому он сразу же отдал распоряжение, чтобы Мэн-Ин сделала еще несколько копий. Однако в середине предложения его глаза внезапно замерли, когда он с удивлением уставился на карту. Что случилось? Все чувствовали, что глаза Чутяня были немного странными. Мэнин сразу же спросила, есть ли что-то странное с этой картой. Чутянь не ответил, внимательно наблюдая за чем-то. Эта местность казалась очень знакомой. Он посмотрел на карту континента в своей памяти и, наконец, перекрыл область с этим местом. Чутянь был потрясен, обнаружив, что сходство составляет 80%. Через 30 тысяч лет лес здесь был в основном развит, и здесь было много богатых государств. Чутянь вспомнил страну, которая была очень густонаселенной и считалась одной из 10 самых богатых стран на континенте. Причина, по которой эта страна была такой богатой, заключалась в том, что в этой области остались спрятанные руины Великой Древней эпохи. Это было настоящее сокровище. Это место было совершенно не таким, каким знал Чутянь. Эти скрытые руины были написаны в истории и остались от Великой Древней эпохи. В скрытых руинах было много редко встречающихся разрывов пространства и времени. Что касается деталей, относящихся к этому, Чутянь не заботился, скорее он не хотел запоминать это. Таким образом, он не знал его конкретного местоположения, но он был уверен, что это было в области леса хаоса. «О чем ты думаешь?» Чутянь пришел в себя и махнул рукой. Хотя он знал о существовании скрытого сокровища, было ли его так легко найти? На континенте было много скрытых сокровищ, но для того, чтобы открыть нечто скрытое, нужно было что-то особенное. Даже если прямо под тобой было несколько скрытых сокровищ, их невозможно было найти даже после смерти от старости. Скрытое сокровище Великой Древней эпохи могло быть скрытым сокровищем демонического бога. Это, несомненно, очень привлекало Чутяня, но он не осмеливался иметь слишком много надежд. Он мог только уделять этому больше внимания, и если бы он смог найти какие-то подсказки, не было бы причины, по которой он не отправился на поиски. Чутянь махнул рукой. Ничего. Мы должны подумать о том, как разобраться с Зеленым городом, и это то, что нам нужно решить прямо сейчас. Это было относительно опасное решение, поэтому Мэн Цин была недовольна этим.
Но она была хорошим помощником и умной женщиной. Она знала, что ее обязанностью было поддерживать Чутеня всеми силами, а не задавать ему вопросы. Большие риски означают большие выгоды. И этот риск определенно стоил того. Но они должны были идеально спланировать все. Мэн Цин снова и снова просматривала карту, снова и снова просматривала информацию у Лиса. И она сразу приняла несколько решений. Во-первых, она приготовит большое количество еды. Комитет чудотворной торговли повысил бы цену на все виды демонического мяса на 20%, чтобы они могли получать больше мяса от местных жителей. Эта пища будет отправлена на фабрики страны Южного Лета для производства консервов или другой готовой пищи. Олдман не испытывал недостатка в еде. Судя по ситуации, приведенной в докладе, местные жители, окружающие зеленый город, страдали от голода и нуждались в помощи, поэтому приготовление пищи не было неправильным выбором. Во-вторых, они увеличили бы запасы оружия и уровни оружия. Олдман начал добывать серебристую кристаллическую руду поблизости, и энергия внутри нее была намного выше, чем в обычной кристаллической руде, что позволяло им производить более сильное оружие изначальной энергии. Это могло бы не только вооружить их армии, если бы они продавали их надлежащим способом, это было бы особенно выгодно для них. Например, если есть два местных племени, которые являются потенциальными врагами, каков будет самый быстрый способ устранения? На самом деле, это очень просто. Сначала они должны были спровоцировать их сразиться друг с другом, а затем продать им оружие и снаряжение, делая их борьбу еще более интенсивной. Наконец, когда обе стороны будут ослаблены, они не только уничтожат двух потенциальных врагов, но и пополнят свои собственные кошельки. Чутянь говорил ранее, что самым прибыльным делом в этом мире было огнестрельное оружие, и Мэн Цин всегда помнил об этом. Они всегда держали оружие изначальной энергии для собственного использования, но теперь, когда у них было все больше и больше запасов и оружие более высокого уровня, возможность продавать это оружие стала бы важным козырем для дипломатии Комитета чудотворной торговли и для самообороны. В-третьих, естественно, нужно было подготовиться к созданию сети связи. Зеленый город был очень хаотичным, и было много неизвестных осложнений. Информация, которую послали эльфы, была слишком односторонней. Армия Олдмана не могла уйти, а подкрепление из южной летней страны не могло прийти вовремя. Лучшим способом было послать сдержанную продвинутую команду и позволить им интегрироваться во время сбора информации, прежде чем найти способ одержать победу над зеленым городом. Мэн Цин разослала дирижабли связи, которые были самыми дешевыми и быстрыми. Южная летняя страна уже сделала 10 из них, и каждый дирижабль связи мог покрыть расстояние в 10 тысяч миль. Этих дирижаблей было достаточно, чтобы сформировать коммуникационную сеть в глубине леса. Мэн Цин также разослала последние дирижабли «Небесное око». Эти два дирижабля могли помочь Комитету чудотворной торговли в сборе информации, и их было очень легко использовать в хаотичном и темном лесу. За эти несколько дней Чутянь ничего не делал. Он просто сделал большое количество различных пилюль, давая каждому человеку план совершенствования, и оставил большое количество духовной технологической информации для обучения цветочных фей. Одного человека было достаточно для этой поездки, и он даже думал, что, достигнув царства истинного духа, было несложно защитить себя. Вместо того, чтобы тратить силы, было бы лучше, если бы каждый поднимал свое совершенствование и подготавливался к тому, чтобы Комитет чудотворной торговли действительно вошел в зеленый город. Через несколько дней. В 100 милях от Олдмана дирижабль «Небесная сеть» был припаркован в воздухе. Дирижабль был покрыт отражающими оптическими зеркалами для отражения окружающей области. Этот аккуратный и продвинутый дизайн был полон технологий. Мэнин спросила, насколько ты уезжаешь на этот раз? Это должно быть максимум 10-15 дней. Чутянь не был уверен в этом вопросе. Ты помнишь задание, которое я тебе дал? Мэнин кивнула и сказала, расслабься, я буду правильно совершенствоваться и помогать цветочным феям. Чутянь ехал один в этом путешествии. Хотя Мэнин была обеспокоена, но уже не так, как раньше, так как была уверена в Чутяня. Не говоря уже о том, что они уже настроили коммуникационную сеть, поэтому о любом вопросе можно было сообщить, и они могли бы разговаривать лицом к лицу через зеркало передачи изображения, если это необходимо. Лучше не опаздывать, я ухожу. Этот дирижабль небесной сети был запущен Мэн Цин и мог подвести Чутяня. В конце концов, лес был опасным, и если бы он прошел через него, ему потребовалось бы более полумесяца, чтобы добраться до города. Даже езда на летающем демоне не была слишком безопасной. Но дирижабль был другим делом. Эта штука могла достигать 30-40 тысяч метров, где редко встречались демонические звери. Дирижабль также был очень скрыт, поэтому не было никаких забот. Чутянь взял свою тыкву для хранения, меч и лису. Этого ему уже было достаточно. Тыква была природным сокровищем, она была живым существом, способным поглощать духовную энергию для роста.
Чутянь медленно выращивал тыкву с тех пор, как получил ее в центральном государстве. С ростом тыквы пространство внутри стало намного больше, достигнув уже 50 кубометров. Было необычно видеть переносный предмет хранения с таким большим пространством. Чутянь мог заполнить его материалами, которые могли открыть космический склад несколько десятков раз. Если ему действительно нужно что-то, он может использовать космический склад напрямую, чтобы получить это из маленького городка. Это было очень удобно и быстро. До свидания. Чутянь махнул рукой, прощаясь с Мэн Ин. Дирижабль медленно поднялся и следовал за воздушным потоком, поднявшись в небо. Когда лес становился все дальше и дальше, Чутянь не мог не вздохнуть в своем сердце. Этот дирижабль был тем, что Чутянь сделал по собственной прихоти. Он никогда не ожидал, что у него будет так много применений, но молодая мисс и секта Юнь продолжали исследования. Этот летательный аппарат, который Чутянь сделал по прихоти, получал все больше и больше применений, заставляя Чутяня чувствовать себя очень довольным. Он тренировал секту Юнь, он тренировал молодую мисс, и он тренировал несколько помощников. Теперь он начал получать свои награды. Чутянь осмелился поспорить, что, даже если он исчезнет, Комитет чудотворной торговли все равно сможет создавать новые вещи с помощью существующих технологий и их основы. Это была отличная компания, которая могла изменить континент, мудрость человека была ограничена. И нынешнего Комитета чудотворной торговли было далеко недостаточно. Это была только компания, которая могла привлечь деньги, ресурсы и влияние, но это было далеко от предельного уровня, которого Чутянь хотел достичь. Итак, дорога перед ними была еще очень долгой. Этот зеленый город, если Чутянь сможет выиграть его. Комитет чудотворной торговли должен будет суметь закрепиться. Глава 400. Обезьяна. Чутянь сел на дирижабль, который поднялся на высоту 40 тысяч метров, двигаясь вперед с заданной скоростью. Вся поездка прошла без происшествий, ни разу не дрогнув за последние 2 дня. Чутянь либо смотрел на пейзажи, либо звонил Мэн Ин, развеивая скуку. Дизайн дирижабля был уже очень совершенен. Единственное, чем можно было быть недовольным, это слишком медленная скорость. Конечно, скорость была перспективной. Надо было знать, что расстояние, пройденное дирижаблем за 2 дня, равнялось путешествию верхом на лошади в течение 10 дней. Лес хаоса не был плоским и имел сложную местность, а также множество скрытых опасностей. Если бы здесь проходила нормальная лошадь или даже зверь-волк или демонический леопард, даже верхом на летающем звере 2-го уровня, им потребовалась бы неделя, чтобы пройти это расстояние. При таком сравнении можно ли назвать дирижабль медленным, не говоря уже о том, что у дирижабля было одно превосходство, с которым не может сравниться ни один летающий демон, это было абсолютной безопасностью. Поскольку дирижабль благополучно летел на 30-40 тысячах метров, воздух здесь был очень разреженным по сравнению с землей. Даже если бы эти демонические звери с крыльями использовали в 10 раз больше своей силы, они не смогли бы летать даже с половиной от этой скорости, и, возможно, они вообще не смогли бы здесь летать. Но для дирижабля, поскольку воздух здесь был менее плотным, было меньше сопротивления и турбулентности, что позволяло ему летать еще быстрее. Только высшая форма жизни, такая как дракон, опирающийся на духовную энергию или особую силу, мог взлететь так высоко, но таких легендарных форм жизни на континенте было немного. Для этого дирижабля, высота которого составляла несколько десятков тысяч метров, опасность такого рода была минимальной. Председатель, мы почти у цели. Это воздушное пространство рядом с зеленым городом. Поскольку мы не знаем местность внизу, мы не можем безопасно приземлиться. Мы просим председателя спуститься вниз на Грифоне. Несколько рыцарей-грифонов, ответственных за дирижабль, открыли дверь каюты для Чутяня. Это было место для грифонов, а за ними была хижина. При взгляде через прозрачное стекло все небо было наполнено сине-белым цветом. Это была не синяя сцена неба с земли. Это было потому, что плоскость имела круг или эллипс, покрывающий ее пространство и время. Если взглянуть на него под углом Создателя, они увидят большой пузырь, образованный из энергии пространства и времени, но внутри пузыря было много материалов. Мутные и тяжелые материалы внизу образовали обширный континент, а энергия, собранная выше, образовала солнце и воздух. С древних времен никто не измерял это расстояние. Конечно, человек не мог измерить расстояние небес. Это произошло потому, что пространство и время находились в 4-м измерении, а люди, живущие в трехмерном мире, не могли воспринимать 4-е измерение, будучи неспособными чувствовать структуру пространства и времени. Это было похоже на то, как человек на картине не мог понять трехмерный мир. Свет и гром, эти положительные энергии принадлежали вершине небес. Тьма и смерть, эти негативные энергии томились на дне земли. Ветер, огонь, вода и земля, эти общие элементы заполнили все пространства. Это была фундаментальная мировая теория,
которую понял Чутянь. Этот мир был несравненно обширным и сложным, но, в конце концов, он управлялся теми же законами. Мне не нужна поддержка. Я спущусь сам. Чутянь отказался ехать на Грифоне и открыл дверь наружу. Посмотрев на огромное расстояние от земли под ним, он прыгнул вниз. Несколько рыцарей-грифонов вскрикнули от шока, но не смогли вовремя остановить его. Чутянь расправил конечности, падая на землю, как метеор. Любой вид крепления был просто ненужным. Он быстро достиг облака и прошел сквозь них, ощущая мягкое и гладкое чувство, бегущее по его телу. Большая земля быстро увеличивалась в его глазах. Пора. Чутянь достал талисман и надел его на себя. Как будто его вес уменьшился, когда он почти упал на землю, и словно листочек, он наконец упал в море деревьев. Он сломал несколько веток своей скоростью, прежде чем упасть на землю. Несмотря на то, что у него был талисман падения пера, чтобы уменьшить его вес, прыгая с такой высоты, он все же создал большую дыру в земле, где приземлился. Это была безопасная посадка. Чутянь поправил одежду и вышел из дыры. 80% леса хаоса было покрыто деревьями, но деревья, растущие здесь, были другими. Расстояние между деревьями было намного больше, и они были высокими и прямыми, с твердыми и прочными стволами, похожими на стальные. Духовной энергии здесь было очень много, и даже обычные растения претерпели немалые изменения. Чутянь определил свое местонахождение, это должно быть к северо-западу от Зеленого города, это было как минимум в 200 километрах от него. Однако Чутяню было все равно, потому что он никогда не планировал входить в Зеленый город. Это путешествие было главным делом для сбора информации. Когда Чутянь был готов уйти, маленькая лиса высунула голову и крикнула «Чжи, чжи!». Чутянь сразу остановился. Чувства маленькой лисы были острее, чем его, и он всегда будет обнаруживать опасность быстрее Чутяня. Почти в тот же момент чувство опасности окутало его. Силой Чутяня обычный демонический зверь 1-2 уровня или культиватор пробужденной души не могли угрожать ему. Поэтому для того, чтобы он почувствовал такое чувство опасности, это должно было быть существование с приличным количеством силы. Он вытащил свой меч и обернулся, послав атаку. Ци меча выскочила, как хлыст, к существу, нападавшему из засады. Эта мощная энергия мгновенно разорвала несколько деревьев на части, но существо только отлетело с криком. Перевернувшись в воздухе, оно быстро убежало. Что это? Чутянь не видел, как выглядит другая сторона, поэтому можно было представить, как быстро это было. Маленькая лиса взмахнула хвостом и сделала жест, почесывая голову, что выглядело очень странно. Чутянь с сомнением спросил: «Обезьяна?» Маленькая лиса кивнула. Эта обезьяна, которая могла блокировать удар Чутяня, была непростой обезьяной. Маленькая лиса вынула око. Когда вокруг них появилось око, маленькая лиса внезапно широко распахнула глаза и сразу же закричала, призывая Чутянь бежать. Но уже поздно. Злобные резкие вопли раздавались со всех сторон. Чутянь поднял брови. Неужели он приземлился посреди группы обезьян, бесчисленные белые формы появились, когда эти обезьяны двигались быстрее скорости света? Поэтому, когда крики обезьян достигли его ушей, фигуры уже исчезли, атакуя его. Белый коготь рассекал воздух. Чутянь быстро использовал свой меч пустоты, чтобы блокировать атаки. 4-5 когтя послали мощную силу, которая оттолкнула Чутяня на несколько шагов назад, но Чутянь отреагировал быстро и немедленно повернул руку, чтобы контратаковать. В этот раз меч пустоты выпустил более сильное Ци меча. Обезьяна отлетела из-за атаки Ци меча, разбив дерево на куски. Обезьяна была залита кровью, и на ее меху было пламя пустоты. Она не сразу умерла, а каталась по земле, крича, пытаясь потушить пламя пустоты на своем теле. Ци меча Чутяня мог легко разорвать железо. Эта обезьяна получила прямой удар, но она не только не была разрезана на 2 части, но и изо всех сил каталась по земле. Эта мощная защита и сильная жизненная сила сделали Чутяня очень шокированным. Эти обезьяны двигались со скоростью, близкой к скорости звука, но они не издавали ни единого звука при движении, как если бы они использовали технику движения высокого уровня. Атака когтями, которую они использовали, казалось, была своего рода техникой. Было бы хорошо, если бы были 1 или 2 из этих сильных обезьян. Но как только их становилось много, возможно, даже высокопоставленному эксперту царства истинного духа не стоит думать о побеге. Из леса постоянно выпрыгивали тени, поэтому их должно быть несколько десятков. Должно быть, удар Чутяня спровоцировал остальных обезьян, которые прятались в лесу. Однако они приближались медленно, так что Чутянь мог увидеть их внешний вид. Обезьяны были пепельно-белыми и около метра в высоту.
Хотя они были небольшого размера, они были очень проворными, а их тело были покрыты слоем белого света. Несколько обезьян выплюнули белую духовную энергию, которая собралась вокруг горящей обезьяны, кричащей на земле. Его пламя пустоты было погашено, и обезьяна встала через некоторое время. Ее шерсть была обожжена, что выглядело немного забавно, но она обнажила зубы и выглядела очень энергично. Чутянь был немного удивлен, увидев это. Они могли исцелять друг друга. Чутянь раньше не видел такой тип демонических зверей, но благодаря навыкам, которые они продемонстрировали, обезьяны не были в царстве истинного духа, а были в царстве пробужденной души. Они также имели необычную скорость и были жестокими демоническими зверями, поэтому было трудно иметь с ними дело. Действительно достойные слухов глубин леса хаоса. Даже с гнездом обезьян было так трудно справиться. Если бы он встретил чудовище суперуровня, жизнь Чутяня была бы потеряна. Другого пути нет. Он мог использовать только силу, меч демонического бога взлетел в небо. Чутянь издал тихий рев, когда пламя окружило его тело, мгновенно выпуская преобразование пламенного демона. Чутянь был только в пике 9-го слоя пробужденной души, но он мгновенно достигнет состояния, которое можно сравнить с культиваторами истинного духа. Эти обезьяны были быстры, но после того, как Чутянь использовал преобразование пламенного демона и использовал силы искусства меча пустоты, он не боялся их. Эти духовные обезьяны почувствовали ауру опасности, и их волосы встали дыбом, когда они взревели, как будто были готовы пойти на все, чтобы победить Чутяня. «Стойте!» Голос внезапно донесся из леса. Когда обезьяна услышала этот голос, их намерение убить исчезло, и они все отступили. Чутянь был ошеломлен, увидев это. Может быть, это не логово демонов, а эти обезьяны были кем-то выращены. Несколько человек вышли из леса, и когда они увидели Чутяня, в их глазах было немного бдительности.